Теплый пол в предбаннике решил сделать вот таким способом. Это труба, которая предназначена для заливки в стяжку для теплого пола. Я здесь сделал деревянное основание, фанера. Заливать стяжку я не буду. Я положу вот так вот ДСП. Как смогу, там сделаю. Тут останутся зазоры. Эти зазоры я залью клеем для плитки. А сверху постелю какую-нибудь фанеру или арголит или нолеум. И по моим подсчетам, тут 100 метров трубы. Я думаю, что придаст тепла. И в предбаннике будет достаточно тепло. Вот так вот. Короче, вот такая у меня получается конструкция. Из обрезков ДСП заполняю все пространства между труб. Потом эти щели совсем, вот, которые остаются, залью плиточным клеем. Вот эти пространства. И сверху постелю арголит. Или нолеум уже потом. Решил не только на саморезы. Вначале хотел на саморезы просто прикручивать. Решил взять вот такой клей каучуковый. С клеем, думаю, это превратится все в монолитную конструкцию. И скрипеть не будет пол. Будет гораздо крепче. Короче, пылесосю тут. Пылесосом прикручиваю, приклеиваю. Вот такой получается пол. Здесь 2,7 ширина на 5 метров в длину. И там плюс еще вот кусочек вот этот. А здесь будет стоять камин. Покажу потом, как подключу эту всю систему на камин, на теплообменник сверху. Проверим, как будет работать система. Кстати, говорят, если по идее вот вместо этого ДСП гипрок делать или гипсоволокнистый лист ГВЛ, тогда вообще можно на такой пол даже и плитку класть. Но я не стал рисковать с плиткой, все-таки это деревянный пол, у меня и лаги деревянные. Думаю, нафиг, не дай бог плитка отвалится, не буду рисковать, положу просто линолеум. Вот так. Короче, вот так получилось. Вот теплый пол, трубы у меня выходят из пола. Постелил линолеум, поставил камин. Вот такой угловой. На камине, значит, два теплообменника идут друг за другом. И пошла труба. Насос, розетки, датчики. Все по фэншую. Это работает вот так вот. Значит, вот эта труба, это идет обратка с теплого пола. Насос ее засасывает и отправляет наверх. Тут у них два пути. Этот кран, если открыт, значит, нет, давайте сначала покажу, если он закрыт. Тогда эта дорога, значит, закрыта. Вода идет сюда. Тут стоит манометр, воздухоотводчик, расширительный бак. И эта вода попадает в верхний теплообменник. Здесь вход. Это, кстати, взрывной клапан. Когда давление, если превысит 1,5 атмосферы, он откроется, спустит излишки воды. Итак, вода входит через первый бак, проходит вот сюда, отсюда выходит, заходит сюда, в этот бак, и проходит через этот бак, и выходит, и снизу вода выходит, и идет вот по этой трубе на подачу теплого пола. Собственно, это заливной заправочный кран, чтобы антифриз сливать и заливать. Через него заливал я антифриз, значит, под давлением. А, собственно, для чего вот этот кран? Когда мы кран открываем, часть антифриза проходит здесь, сверху, как я уже показывал, а часть проходит мимо всей этой системы и идет сразу в обратку. И таким образом, что у нас получается? Сейчас вот два датчика. Температура в нижнем баке, вот в этом, нагрета сейчас до 70 градусов. В верхнем баке 43 градуса. А температура подачи на теплый пол 44,4 градуса. То есть она, получается, не 70 в теплый пол подается. Это слишком горячо будет для теплого пола. А так как половина проходит мимо, они там смешиваются. Часть бака подогретая, часть проходит не подогретая. И в итоге идет 44 градуса
на теплый пол. Таким образом, теплый пол комфортный, ходить можно, удобно, не горячо. Ну, честно говоря, даже не чувствуется. Вот я ногой стою, ну, есть он, да, чуть тепленький ощущается. Но от котла, вот от этого, от камина, жар идет такой капец. Тут хоть яичницу жарить можно, эта плита очень горячая, она шипит прямо. И, конечно, здесь будет достаточно жарко, когда топится этот камин. Потому что он по документам рассчитан на что-то там до 150 квадратных метров, а у меня здесь всего 15 квадратных метров. Ну, все равно прикольно. Сейчас уже жара, я натопил, уже просто здесь жарко. Вот так все это работает, короче. Такая баня.